Привет, привет! Сегодня неплохой день. Как ваши дела? My name is Natalie. My channel Natalie Practical Russian is for learning to listen to Russian. Today my next story is for you. I'm going to tell you what people talk about every day using the prepositional case, but it doesn't matter which one. Okay, listen to my story and use this rule correctly. Oh, 1 second. My free book with Russian phrases. If you want to learn some new Russian phrases, follow the link below. The link is in the description section. Okay? And now let's move on to the topic. The prepositional case in Russian grammar describes not only location, it's also used with Russian verbs such as говорить, думать, знать, писать, читать, following the preposition about, or it answers the questions about whom, о ком, about what, о чем. О чем обычно говорят люди? О чем люди говорят каждый день? Я думаю, люди много говорят о работе, потому что мы работаем каждый день, мы проводим много времени на работе. И, конечно, мы говорим о работе с коллегами, с друзьями, с семьей. Дома мы рассказываем о своей работе, своей семье, своим близким людям. На работе в перерыве люди говорят о своих планах на выходные, например. Люди рассказывают о своих планах, что они будут делать в выходные, что они планируют делать в субботу и воскресенье. О чем еще говорят люди? Люди, когда, например, люди встречаются с друзьями, о чем они говорят обычно? Люди обсуждают разные темы. Люди говорят о музыке, о литературе, о спорте, о новом фильме, о политике, об экономике, конечно же. Но в этом плане, я думаю, мужчины и женщины отличаются. Темы у мужчин и у женщин различаются. Девушки любят говорить о красоте, о косметике, о моде, об одежде, а мужчины, в свою очередь, говорят о спорте, о машинах, о политике. Да, но, если честно, я плохо знаю, о чем обычно говорят мужчины. Но я предполагаю, что мужчины говорят о девушках часто, а девушки, в свою очередь, говорят о мужчинах. Иногда, когда я гуляю, я слышу, как девушка рассказывает о своем молодом человеке. Девушка говорит о своих отношениях с молодым человеком. И также она говорит о своих проблемах с молодым человеком. Да, люди обсуждают разные темы. Люди говорят о чем еще? О новых ресторанах, о новых выставках, о путешествиях. Например, бизнесмены часто говорят о делах, о бизнесе. Врачи говорят о пациентах. Учителя говорят о студентах. Ученые говорят о науке, о новых открытиях. Моя мама любит говорить о политике. Она смотрит новости каждый день. И когда я звоню ей, она рассказывает мне о политике. Она говорит о политике. Она рассказывает мне о президенте, о событиях, которые произошли в последние дни в России или в других странах. Да. Если честно, я не люблю говорить о политике. Еще я мало знаю о финансах. Да, я почти ничего не знаю об акциях, облигациях, об инвестировании, поэтому я смотрю видео на эту тему. О чем я знаю много.
Я немного знаю о русской литературе, потому что я читала русскую классику. Также я немного знаю о Ютубе, например, потому что я делаю видео на Ютубе. И я читаю, обычно я читаю книги о тайм-менеджменте, о планировании, о саморазвитии. И также я люблю книги по психологии. Я думаю, я мало знаю об истории разных стран, поэтому, когда я путешествую, я читаю об истории этой страны или города, в котором я живу в данный момент. Таким образом, я узнаю о культуре страны, и я узнаю новую информацию об этой стране. Кстати, на вопрос «как дела?» русские люди обычно начинают говорить о своем дне, что хорошее и плохое случилось за последнее время. И также люди начинают говорить о своих проблемах. Люди в России любят говорить о своих проблемах, но люди не говорят много о погоде. Если вы спрашиваете о погоде, если вы говорите много о погоде, это значит, что у вас нет проблем. И если у вас нет проблем, это странно для русского человека. Если вы говорите о погоде, значит, у вас нет других тем для разговора. Но если у вас есть проблемы, русский человек с радостью готов говорить об этом. Русские люди любят говорить о своих проблемах. Это русская культура, русский менталитет. О чем люди думают обычно? По-моему, люди думают часто о своих планах. Я думаю, потому что каждый день мы думаем о своих планах на завтра или на послезавтра, что мы будем делать завтра, послезавтра. Мы думаем, где мы хотим жить, куда мы хотим поехать, что мы хотим купить и так далее. О чем обычно мечтают люди? Также, по-моему, люди мечтают о хорошей жизни. Все хотят жить хорошо. Все хотят иметь стабильность в жизни. О чем я мечтаю? Я мечтаю о доме. Возможно, я говорила, я хочу жить в доме и я хочу писать книгу. О чем будет эта книга? Без понятия. Сейчас я не знаю. Try to make simple sentences by answering my questions. When you want to use preposition about or, say or plus noun with ending -е, sometimes -ии. In plural form, endings ах, ях. For example, работа о работе, страна о стране, театр о театре, музыка о музыке, путешествие о путешествии. And plural, дети о детях, курсы о курсах, факты о фактах, музей о музеях. And now here are my questions for today. Номер 1. О чем вы часто говорите? О чем вы часто говорите? Какие темы актуальны для вас? Какие темы актуальны для вас? Обычно. Номер 2. О чем вы часто думаете? О чем вы часто думаете? О семье, о работе, о карьере, о жизни.
Номер 3. Вы часто говорите о своих проблемах. Вы часто говорите о своих проблемах. Номер 4. О чем вы знаете много? О чем вы знаете много? О чем вы знаете мало? О чем вы знаете мало? Номер 5. Вы сейчас читаете книгу? Вы сейчас читаете какую-нибудь книгу? О чем эта книга? О чем эта книга? И номер 6. У вас есть мечты? У вас есть мечты? О чем вы мечтаете? О чем вы мечтаете? That's nice. Okay. The rule, as usual, is in the description section. And I would like to know what you talk about more often. Leave a comment. You know something about me, and I want to know more about you. And above the comment section you can find the link with my free material. Click on it and download my free book. I wish you good luck. Увидимся. Пока-пока.